Сегодня в Центральном музее вооруженных сил нам удалось собрать сотрудников музея, сотрудников компании Wargaming, наших уважаемых игроков, представителей Министерства обороны и объединить их все усилия в некий такой знаковый субботник. Волонтеров много пришло, на форумах все поддерживают. И вот развитие именно среди молодежи, вот этого чувства патриотизма, правильного, настроенного, я считаю, что это важно. Узнала я об акции, прочитав о ней на портале. Заинтересовалась, отправила письмо, забыла о нем совершенно, и буквально через пару дней мне звонят и приглашают сюда. Ну, интересно то, что танки, на которых я, предположим, играю у себя в игре, они стоят здесь. Их можно посмотреть вживую. Мне довольно долгое время интересна тема военной техники и истории именно Второй мировой войны. Поэтому я посчитал, что это будет уникальная возможность прикоснуться к настоящему танку. Самая интересная здесь машина, самая антуражная, это КВ-2. Во-первых, это единственный КВ-2, который сохранился. Машина с довольно богатой историей. Она воевала под Великими Луками, потом уехала в Ленинград. Там воевала до конца войны, то есть пока блокаду не сняли. И дальше уже она попала на полигон. Машина достаточно нестандартная, она, во-первых, очень большая. С другой стороны, с ней удобно работать, потому что он, как крокодил Гена, зеленый и плоский. Поэтому можно спокойно работать и с мывкой, со шпателями, и болгарками. Я когда работал в этом музее, это моя была обязанность красить через 34 года. Это очень трудная задача, дорогостоящая. Ну, а когда я увидел, что вот эти ребята красят, мне понравилось, что это есть олицетворение патриотизма. Боевые машины, они все-таки как бы внушают некоторое такое благоговение. Хотелось поближе прикоснуться, немножко узнать технику боевую, на которой играем, собственно говоря. Сегодня, и не только сегодня, я вношу свой собственный вклад в реставрацию. Я буду знать, что я причастен к этому музею, причастен к истории по большей части. Во-первых, было приятно поработать в команде. У нас подобрался очень неплохой состав. Мы все достаточно легко и без трения общались. Во-вторых, просто приятно было поработать, прикоснуться к легенде, к истории на настоящей 34-ке 42-го года выпуска. Ну и в-третьих, я считаю, что это общественно полезное дело. Вероятнее всего, это не последняя акция. Я думаю, что дальше будет продолжение, да и музей сам заинтересован в этой работе. Во всех танковых музеях мира есть волонтеры, которые приносят свою посильную помощь в поддержании экспозиции в надлежащем виде.